Архол! Вот так встреча. Я-то думал, ты на Ирдорате службу несешь. Дикарь! А ты что здесь делаешь? Акара попросила найти ручную крысу. Рабаром зовут. От Игнатца опять удрал. Не пробегал тут? Нет, не видел. Ну ладно, нагуляется, вернется. Так все-таки, что ты здесь делаешь? Да вот, решил навестить своего старого приятеля. Лорда Инубиса. А дома никого. Странно. Смотри, я тут в склепе книгу нашел. А читать я не умею, я ж дикарь. Сможешь прочесть? А ну-ка. Дичь из склепа называется. История первая. Цена дружбы. Каждый из нас теперь понимал, что все мы обречены. После падения барьера большая часть каторжников сбилась в шайки и разбежалась кто куда. Одни остались в долине, другие нашли дорогу назад в Харинис. Но мы с Джессом оказались среди тех, кто не успел. Среди тех, кому хватило глупости или невезения снова угодить в лапы королевской армии. Паладины сразу заняли замок старого лагеря. А невесть откуда взявшиеся орды орков взяли нас в кольцо. Орки чуть ли не каждый день пытались проломить стены замка с помощью своих осадных орудий. Вместе с орками появились и драконы, которые жгли огнем и разрушали замок с воздуха. А мы, каторжники, вынуждены были латать повреждения, чтобы успеть укрепить стены к следующей атаке.
Но мы понимали, что все это бесполезно. Орки и драконы ломали больше, чем мы могли починить. Если так пойдет и дальше, укрепление замка долго не продержится. И что тогда? Смерть под орочьими топорами? Или в зубах варгов? Или в огне? Впрочем, какая разница? Теперь, вспоминая, как я проклинал судьбу, махая киркой в старой шахте, я понимал, насколько это было легкое время. Теперь же нам было по-настоящему тяжело. Все мышцы гудели от усталости. Соднили сбитые в кровь ладони, а живот сводило от голода. Когда же, наконец, нам дадут перевести дух? Так, бездельники, заканчивайте изображать, будто работаете. Хватит на сегодня. Глядеть на вас тошно. Тебе отдельное приглашение нужно? Пошевеливайся. Потом еще этот лорд-паладин в сияющей на солнце броне и с надменным взглядом. Кажется, его звали Гарант. Что он там обещал? Как только вернемся из Рудниковой долины, сразу же станем свободными и уважаемыми людьми. Прежние грехи будут забыты, и каждый заключенный сможет начать новую жизнь. Неужели? Помнится, Джесс тогда обрадовался. Стал говорить, что это наш шанс. Угу. Как же шанс. Шанс для этой проклятой дыры доконать нас наверняка. Все это понимали. И Джесс это тоже осознавал не хуже других, хоть и старался изобразить бурную радость. Но где-то в глубине души у каждого из нас все же теплилась глупая надежда. Геральт, принимай постояльцев.
Все живы? Сегодня никому от орков не прилетело? Все живы. Правда, толку от них? Копаются, как мясные жуки в навозе. Ладно, почтенные господа. Сейчас отворю двери в ваши покои. Хоть бы веток каких набросали, или шкуры положили, гады. Проклятые паладины! Решили нас уморить голодом? Надеюсь, скоро орки за все отыграются на них сполна. Впрочем, и нам придется разделить их участь, если раньше не передохнем от голода. Располагайтесь. Вас, смутьянов, надо держать отдельно от остальных. Но если побег опять замыслите, оба будете на воротах висеть в назидание другим. Пошел ты. Тебя как звать, приятель? Рони. А я Горн. Почему это чучело назвало тебя смутьяном? Ты что, сбежать пытался? Пытался. И еще заехал в морду ополченцу. Ха-ха, молодец какой. А по виду и не скажешь. Ополченцу ты за что врезал? За то, что помешал мне убить Джесса. Джесса? А кто такой этот Джесс и за что его надо было убивать? Джесс, подлый предатель! Сволочь! Мы с ним вместе работали в старой шахте. Делились последним куском хлеба. Мы были друзьями. Потом вместе хотели уйти из колонии, когда пал барьер. Вместе попались паладинам. Потом мы подготовили побег, но он меня предал. Рассказал все этому паладину Сильвестра. Уж не знаю, что там ему пообещали паладины, но он продал меня им. И они бросили меня сюда, в карцер. Сильвестра? Это ведь тот паладин, в группе которого ушел Диего? Знаешь ведь Диего? Да, Диего тоже там был. И нас с Джессом определили в ту группу. Мы собирались дать дёру, как только дойдем до шахты. Но перед самым выходом этот подонок настучал на меня. Чтоб он подох, паскуда! Когда вернется, я все равно найду момент, чтобы его прикончить. Не прощу! Да, хреново, когда друзья предают. Ну что, Рони, давай спать, что ли? Устал я сегодня. Хватит бездельничать здесь. Ты свободен.
Да уж, давно пора было вытащить меня отсюда. Но я совсем не ожидал, что это будешь ты. Впрочем, я чертовски рад видеть тебя. Гарант говорит, что ты ешь слишком много, и он больше не может позволить себе кормить тебя. Раз уж ты упомянул об этом, я бы не отказался от пары кружек пива. Но нужно выбираться отсюда. Эта камера мне уже порядком надоела. Ладно, увидимся у Мильтона. А потом я отправлюсь на поиски группы Диего. Эй, может и меня с собой заберете? Это кто еще? Хороший парень. Мы с ним тут вместе сидели. Извини, приятель, о тебе у нас с Гарандом уговора не было. Держись тут, не мешай нос. От тебя несет бараньей колбасой. Вот крысеныш. Сам жрешь колбасу, а заключенных почишь помоями вместо еды. Проваливай, пока не запер тебя обратно. Ладно, идем. Ну ладно, в другой раз поговорим. А что если так? Оставь меня в покое. Ваша задача — заделать эту брешь в стене, которую орки вчера проделали. Что встали? За работу! Я должен уладить этот вопрос. Каждый выкручивается как может. Я же тебе сказал. У тебя будет время все обдумать.
Привет. Я... Можешь не объяснять, кто ты. По твоему виду и так ясно. После падения барьера ты далеко не первый, кто здесь появился со стороны прохода. А раз не пытаешься меня убить, это уже означает, что ты не бандит. Если ищешь куда податься, советую отправиться на ферму Анара. Анар не в ладах с паладинами и охотно нанимает беглых каторжников для защиты своей фермы. Это в той стороне. Спасибо. Я их уже довольно давно не видел. Что? Кто тебе это сказал? Очень интересно. Тебе не стоит верить всему, что ты слышишь. Сейчас в морду получишь, придурок. Убирайся с глаз моих. Эй, это ты, дружище? Горн! Иди к нам. Тебе стоило прислушаться к Я моим бы не словам. стал вступать в схватку с ним. Знакомься, Джарвис, это Рони. Мы с ним у паладинов за решеткой вместе сидели в долине. Эти многие говорят слишком много. Я ничего не хочу знать об этом. Проголодался, наверное, на казенных-то харчах. Еще бы! От тех помоев, которыми нас Гарант почивал, и крысы бы с голоду передохли. На вот, поешь. Ты как здесь очутился, дружище? Сбежал? Нет, сорвался со стены замка во время ремонтных работ. Но возвращаться не стал, а решил просочиться сквозь Орочье кольцо, так как дело было ночью. Но вышло не совсем удачно. Пришлось удирать. Выбрался через заброшенные шахты, и вот я здесь. Не слабо. Ты просто везунчик.
Я держу все под контролем. Не волнуйся. А дружка своего бывшего прикончил, как собирался. Его лучший друг предал, представляете? Продал паладинам за 30 серебряников. Сочувствую. Нет, не успел. Он еще не вернулся с разработки к тому времени. Может, введете меня в курс дела? О каком друге идет речь? Рони и его друг, бывший друг, подготовили побег. Джессом его вроде звали. Джесс? Да, я помню его. Он мне как-то помог в старом лагере. Когда Бладвин нанял головорезов, чтобы те меня прикончили за то, что я отказался платить ему за защиту, Джесс предупредил меня об этом. Но потом этот Джесс сдал Рони паладинам, а сам отправился на разработку руды с группой паладина Сильвестра. В той группе еще Диего был. Группа Сильвестра? Они же все погибли. Да? Диего ничего об этом не говорил. А я и не знал. Привет! Привет! Ты знаешь, Диего. Сильвестро собирался углубить шахту дальше в скалу. Но перед этим приказал перенести уже добытую руду в безопасное место. С этой рудой он отправил меня и 2 паладинов. Что стало с его группой, мне неизвестно. Я нашел их группу. Они все погибли. Ползуны их сожрали. Должно быть, прорубив стену, они наткнулись на их логово. Да, Рони, похоже, ползуны за тебя и отомстили. Прикончили предателя. Угу. Постой, я тебя узнал. Ты ведь Рони, а Джесс твой приятель. Бывший и, надеюсь, покойный. В таком случае у меня для тебя письмо. Джесс дал мне его перед моим уходом из шахты и просил передать тебе, когда увижу. Вот, держи. Читай вслух. Нам тоже интересно. Привет, Рони. Я понимаю, что ты сейчас должен чувствовать по отношению ко мне. Но прошу, дочитай это письмо до конца. Ты верно сейчас меня ненавидишь и считаешь предателем, или даже желаешь мне смерти. А я всего лишь попытался спасти тебя. Мы с тобой думали, что нас собираются везти в старую или заброшенную шахту, откуда мы и планировали сбежать. Но я случайно подслушал разговор Сильвестра с Геральдом. Оказывается, дела с рудой так плохи, что Гарант приказал искать и разрабатывать шахты в глубине земель орков. Он назначил несколько групп. Мы с тобой должны были идти в группе Сильвестра. Я тогда сразу понял, что это дорога в один конец, и нам не суждено будет оттуда вернуться. А отказаться идти или попросить перевести нас на другую работу, кто нас, каторжников, стал бы слушать? Тогда я и рассказал Сильвестра, что ты подготовил побег, в расчете на то, что тебя посадят в карцер, и ты останешься в замке. Так будет шанс спастись хотя бы у тебя. А мы все, наверное, погибнем. Надеюсь, что ты меня когда-нибудь поймешь и простишь. Не поминай лихом. Твой друг Джесс.
Так бывает. Сожалею. Джесс, а ведь я проклинал тебя за предательство. Простишь ли ты меня на небесах? Я так и думал. Хорошо, что ты здесь. Ты должен помочь мне. А что случилось? У меня большие планы. Как в старые времена, да? Здесь многое переменилось. Lately I've been wondering what's been going on. I've been here before but I don't remember when. And every time we get to where we're entering, I feel my beliefs and hope surrendering. But I know I'll be coming home soon. Yes, I know I'll be coming home soon. 'Cause like the enemies that we are battling, I am nothing but a human alien, left with nothing else but to keep wandering down this path while stopping my hands trembling. Because I know that I'll be coming home soon. And yes, I know that I'll be coming home soon. With a soldier's eyes, with a soldier's eyes, with a soldier's eyes. Что думаешь делать дальше? Пока останусь здесь. В наемники меня не приняли, хотя Горн с Джарвисом за меня и проголосовали. Может, найду работу среди крестьян. А потом видно будет. Ну что ж, удачи. Больше мы с ним никогда не встречались. Занимательно. Там есть еще история? Есть. Но на сегодня, думаю, хватит. Пойдем прогуляемся. Поищем твою крысу. Как там, говоришь, ее Робар зовут? Это не моя крыса, а Игнаца.